Всем привет! С вами снова Витов Автодоктор. И сегодня у нас автомобиль Land Rover первого поколения, дизельный. Пока еще не знаю, автомобиль первый раз я вижу. Но это автомобиль для ЗСУ. Ребята бегали, искали, кто им сможет помочь. Все отказывались, отморозились, как бы. Я не смог отказать, как бы, потому что это мой давний знакомый. Вот поэтому взялся за этот автомобиль. Пока не знаю, что там. Нас надо заменить помпу. Ну, это такое условие было, что помпу заменить. А я сейчас посмотрю, что там на самом деле. Потому что я не знаю, в каком состоянии автомобиль. Ни разу не менял в таком автомобиле помпу. Не то, что я такие автомобили, ну, именно такой автомобиль, такой модели пока еще не обслуживал. Так что будем вместе со мной смотреть. Я уже в предвкушении, что меня ожидает. Марка Land Rover вам о чем-нибудь говорит, конечно же. Те, кто в теме, знают, что этот автомобиль не всегда простой, не всегда как бы этот проблематичный в ремонте. Что самое интересное, автомобиль с левым рулем, но ручка открытия капота находится с правой стороны. Да? Интересный Land Rover для европейского рынка. Ну ладно, это у нас такое отступление. Когда приехала пробочка, тут что-то шумело. Я думаю, что все-таки надо проверить под давлением, откуда течет, потому что сейчас непонятно, откуда оно подтекает. Сказали, что помпа, но я не уверен на 100%. Сейчас снимем вот эту крышку. Они тут уже на воде ездили. Пробка как от опелевского бачка расширительного. Так, мы сейчас сделаем тест. Я посоединю шланг на бачок расширительный. Сейчас дам давление и посмотрю, где подтекает. Потому как верить на слово не стоит, надо все перепроверять. Во-первых, проверим пробку. Пробка уже не работает. Видите, да? Слышно, что шипит. Это всего лишь давление 0,5. Сейчас сделаем до 1,2. Тут пробочка должна держать 1,2. A few moments later. Я думаю, мы так не создадим давление. Надо пробочку другую. И для того, чтобы проверить, пакет надел на бачок, крышкой закрыл. Теперь давление даю, чтобы оно не стравливало. Посмотрим. Но очень аккуратно, чтобы не превысить давление необходимое. Ну, там до 1,2 бара. Сейчас машина постоит, посмотрим, где она потечет. Ну что, результаты теста показали, что пробка не рабочая. Со слов ребят, которые ее обслуживали или катались на ней. Они меняли пробки, уже штук 5 поменяли, они все не держат. И они уже как бы начинали как бы сомневаться в том, что... В общем, сейчас какая история. Я сейчас чуть-чуть сполосну и буду разбирать, менять ГРМ. Потому как ГРМ тут не менялся, не знают, сколько ресурсов у него. Помпа уже куплена, поэтому мы сейчас все равно снимаем, разбираем. И меняем тут ГРМ, так, чтобы была точка отсчета. Так что вы все равно, я думаю, вы не увидите уже замену помпы. Все-таки, я думаю, увидите. Мы сейчас снимем ГРМ и помпу все-таки поменяем. Так как, хотя проблема не в ней, но для профилактики, чтобы иметь какую-то вот начальный этап, чтобы не поломалась дороги, потому что в полевых условиях тут менять помпу нереально. И ГРМ то же самое. Перед тем, как разбирать, желательно тут все помыть, потому что тут как бы все в маске. Я посмотрел в потеках, моторы снизу, сверху. Мы будем менять два ремня тут. Один стоит на привод ТНВД, ремень, второй стоит с этой стороны на привод всего остального. Шпидловов, там помпы. Такое все, как говорится, грязное. В ужасном состоянии, поэтому сейчас мы все сполоснем.
Ну, не без приколов, уже начинается. Так, подушку я снял, кронштейн подушки снял. Его обязательно снимать. Кронштейн у нас на 3 болтах кронштейна мотора. Тут, кстати, тоже один блок. Ну вот подушечка, смотрите, в каком состоянии. Оборона полностью. Приходится снимать и вот этот кронштейн, и вот этот кронштейн. Он тут держится на 3 болтах. Один вот это вот центральный большой болт. Его снимаем для доступа к крышке передней. Сколько я не мыл, посмотрите, все равно грязное. Мыл, в итоге все равно все тут грязное. А если бы я не помыл, то еще грязнее было. В общем, 2 нижних болта открутилось, а 2 верхних прокручивается. Я кручу, а болт прокручивается на одном месте. И болты не вынимаются. Что один, что второй. Вот эти втулочки, которые должны были остаться в пластике, они прокрутились. В общем, и не вариант. Теперь не знаю, как это вклеивать будем. Что-то будем пытаться сделать, потому что это не годится. Это... Да что ж такое-то, а? Это беда какая-то в этом моторе с этими штуками. Пластики крутятся, то ли они приржавели там, то ли хрен пойми. Прям беда, я скажу. Это какой весь грязный. Это что я... Ну и где помпа? Смотрите, как здесь все грязно вокруг. Скорее всего, сальники надо тоже будут менять. Сейчас мы их снимаем. Вопрос на засыпку. Что означает этот значок? Кто знает, пишите в комментариях. И мы проверим, знаете вы или нет. Пишите, я жду. Написали? Так вот. Сразу могу сказать, что это значок, видите, как бы нарисовано, что без отвертки и ключа нечего туда лезть. Но тут еще книжечка есть. Типа почитайте книжку и получите знания, и можете туда смело залазить. Шутка. Смотрите, я тут снял, где со стороны топливного насоса крышку. Мало тут отчервано, видите, крышечки нет. Тут кусочка нет, тут или пластикового, или металлического. Ну, короче, отломали каким-то образом люди. Вот. И меня смутило, знаете, какая вещь. Вот смотрите, след, видите, набитая влево-вправо. Как будто болты вот эти вот шевелятся, двигаются. Сейчас поставлю по ВМТ и скину этот ролик. Я уже больше 20 лет занимаюсь ремонтом автомобилей, но этот автомобиль сумел меня удивить. В общем, я долго искал, где находится помпа, и таки обнаружил, она находится вот тут, чуть выше компрессора кондиционера, за насосом гидроусилителя. Она приводится в действие насосом гидроусилителя. То есть я вообще не понимал, почему на помпе нету ни шкива, ничего как бы, а просто какой-то там, я вам сейчас покажу. Она как картридж вставляется вот сзади насоса гидроусилителя. Там она на 5 болтах держится, патрубка кучу надо снять. В общем, сейчас попытаюсь ее туда изъять. Сам корпус вначале. A few moments later. Вот я вытащил заднюю крышку.
Вот такая она. Теперь я... Ой, какая там красота. Прокладочка. И теперь сама помпа. Не знаю, как сама помпа вытащится. Я не представляю, как эту штуку в полевых условиях где-то менять. Как ее туда выковыривать. Даже без понятия. Блин, она там закисла в смерть. В общем, я ее поддел. Сейчас попробую вытащить. На прокладках, в общем. Да, состояние у нее печалька. Вот она. Вот приводится в действие вот это вот. Езда на воде дает о себе знать. Видите, в каком состоянии ржавая. Ой, капец. Новая вот так выглядит. Видите, у нее в торце вот эта часть, которая входит в зацепление с насосом ГУРа. Так, смотрите, вот эту вот прокладочку, колечко уплотнительное, я слегка герметик наношу и в канавку просто приклеиваю прокладку, чтобы она не отпала, когда при монтаже. То же самое вот эти все три прокладочки, ну, приклеиваю, скажем так, на гермет. Легким тонким слоем. И там посадочно вычистил, теперь устанавливаю на место, попадаю вот этот пазик. Так, смотрите, я снял шестерню. Для того, чтобы ее снять, надо держать ее ключом. У меня такой есть ключ, который просто вот сюда шестерню поддерживаешь одним, а вторым ключом на 15 откручиваешь. Сейчас мы снимаем вот этот кожух пластиковый. Мне надо поремонтировать эти вот посадочные места, куда прикручивается крышка. И поменять сальник сразу заодно, потому что тут следы подтекания масла есть. Угу. Я сразу два сальника меняю, и коленвал, распредвал, даже не два, а три. Сальники распредвалов сверху, слева и справа, и сальник коленвала. Потому что меняем ГРМ, чтобы туда уже как бы не залазить в ближайшее время, учитывая пробег автомобиля. Смотрите, не зря я снял крышку, посмотрите, как текло масло, потеки вот внутри. Плюс надо восстановить вот эти резьбовые отверстия. Тут их раз, два, три, четыре надо восстановить, как бы вклеить обратно туда. И тут сальник, вот видите, потек. Вот тут тоже будем менять. По сальнику коленвала та же история. Тут очистил, отмыл. Все. Вот вам сальник, если кому надо, номерочек будет. Сальник ставим через... я беру с баклажки, вырезаю оправку. Ее одеваем, оправку, на коленвал. Запихиваем туда сальник. Берем подходящую по размеру оправочку и просто затягиваем болт. Обязательно контролируем, чтобы не передавить. Не надо ничего стучать, бить, забивать. При этом перекашивается. И смотрим, как получилось. Все четенько, ровненько. Так, как я снимал сальник, я вам не покажу. Там, в принципе, очень легко. Как устанавливаю новый сальник, я взял хороший. Кому надо, Викторин, тут номерок. Так, и смотрите, как я устанавливаю его с помощью своего приспособления. Тут, в принципе, одевается все хорошо на конус. Тут никакие... Тут хороший конус, кстати, сделан. Я ничем не смазываю. Подбираю по диаметру подходящее приспособление. И родным болтом задавливаю до упора. Все. Главное правильно подобрать оправки. Это чисто пипец. Я уже, кажется, много лет занимаюсь ремонтом автомобилей. Но чтобы так запрятать место, куда стопор ставить, это вообще капец какой-то. Чтобы вы понимали,
Я тут уже полдня ищу, где стопорится коленвал. И я сейчас покажу, где он находится. Вот сзади двигателя, между раздаткой, там есть вот это отверстие небольшое. Где-то диаметров на 6. Сейчас я вам покажу вот на эндоскопе, где это отверстие. Вот оно. Сейчас мы внутрь заглянем. Вот. Я шевелю коленвал. И вот место под стопор. Вот. Туда надо ставить стопор. Сейчас метки совместились. Это самое главное, как бы, перед тем, чтобы менять ГРМ, надо стопор ставить. Теперь осталось туда ставить стопор. Я не знаю, как я туда буду засовывать, но сейчас попытаюсь. Если у вас, как у меня, нету приспособления для фиксации, ну, так как я не часто занимаюсь ремонтом Land Rover'ов, поэтому я вставил туда болт на 6, вон там вот щель, ну, отверстие вот это, вот, кстати, тоже подойдет. Или же можете найти приспособление, я нашел у себя от Opel Saab 2-литровый дизель, тоже такой же фиксатор, вот, наподобие присутствует, так что и либо его можно ставить, либо что-то подходящее по диаметру. И вот вы зафиксировали, тогда вы можете выставлять метки ГРМ. Вот я вам покажу. Ну. Кстати, хочу, смотрите, показать этот ролик, то, что я снял, один, он крутится, а второй ролик, который натяжной, он не крутится вообще, заклиненный. Я не знаю, как он работал. Может, когда я мыл, вода попала. Но, тем не менее, чтобы от воды вот так вот заклинил ролик, который совсем не крутится. Ну, это как бы такая себе история. По поводу меток ГРМ на данном моторе. Смотрите. Мы прикручиваем все ролики. Взводим натяжитель. Сейчас я вам покажу, как мы его взводим. Вот, накидываем ремень. Ну, собственно, метка на распредвале у нас вот здесь. И вот эта вот полосочка. Вот. Вот тут рисочка, тут полосочка. Совмещаем. Коленвал у нас зафиксирован. Накидываем ремешок. Вот этот натяжитель вдавливаем. И если у вас нет приспособления, просто закручиваем подходящий по длине болт. Для того, чтобы он пружина сжалась и этот натяжитель был в состоянии сжатом. Наживляем вот эти ролики. Тут вот этот болт не затягиваем. Можем, конечно, затянуть. Вот. После того, как мы накинули ремень, отпускаем натяжитель. Я выкручиваю этот болт, который сдерживает натяжитель. Откручиваю полностью. И смотрите, выдвинулся натяжитель. Он сработал и выдвинулся. Он убрал слабину ремня. Вот эту. Подтягиваем. Вынимаем фиксатор на коленвале. И делаем 2 оборота коленвала. Потом снова отпускаем болт. Если появится слабина, то он еще выдвинется. И в том моменте, когда он уже люфт весь ушел, он тогда затягиваем его. Не забываем, что на этом моторе у нас 2 ремня. Второй ремень на привод топливного насоса. Пока коленвал зафиксирован, мы берем, отпускаем вот эти болты. Потом проворачиваем шестерню и скидываем ремень. Можем ключиком на 15 придерживать за распредвал. Кстати, вот здесь у нас должен быть фиксатор второй. Ну, кстати, он тоже не совпадает. Я не удивлен, конечно. Кстати, мы можем здесь полностью откручивать, так как нам надо будет менять сальник распредвала, на всякий случай будем менять здесь тоже. Поэтому шестерню это можем полностью снимать, кстати. Ремешок тоже скидываем. Дальше, чтобы открутить нам вот эту штучку, у меня есть специальная, ну, такая штука. И теперь отпускаем
Здесь болт. Что-то мне не хватает сил. Блять. Может тут левая резьба? Блин. Ни хрена себе кто-то там затянул. Либо тут фиксатор резьбы, либо затянули так, что ай-яй-яй. Надо теперь открутить ролик. Он там под шестигранник на 8. Вот. Кстати, увидите, да, чуть-чуть было подтекание, так что не зря мы сюда тоже, кстати, полезли. Вот этого подтекания может быть из-за сальника. Сразу вымываем тут. Вот так вот выковыриваем. Где есть возможность поддеть, поддеваем. Поддеваем. Берем новый сальник. Тут он, в принципе, одевается без особых проблем. Там можно без оправки. Вот. Наше приспособление. И затягиваем. Все, вот так вот стал отлично сальник. Смотрите, если у вас нету фиксатора, можете использовать серво на 9,5, оно вставляется, здесь идеально становится. Вот. Вы одели, вот эту шестерню не затягиваем. Создаем усилие 6 килограмм. Вот сюда. Смотрите, я останавливаю диаметрический ключ и ньютон. И теперь затягиваю вот эти болты, как они стали. Давайте вытащим серву и вытащим стопор с коленвала. И еще раз проверим метки. Так. После того, как проверили все метки, сделали 2 оборота коленвала, проверили совпадение на распредвале, фиксатор коленвала и на ТНВД фиксатор. Если все совпадает, вот тут можно еще раз отпустить вот этот натяжной болт натяжного устройства. Он должен еще типа подвинуться, если что. Не подвинулось, значит просто затягиваем и все на этом. Дальше собираем эти крышечки все обратно. Вот. Не забываем вынимать фиксаторы. Пользуясь случаем, хочу передать привет мастеру, который на этом автомобиле менял сцепление. Из Константиновки Донецкой области. Солдаты рассказывали, что он типа так быстро им сделал за один день. Ну, я вам сейчас покажу. Я уже насчитал, по-моему, вот эти. Буду вам показывать. Вот болт не закрученный. Полностью отсутствует болт. Раз. Здесь болт тоже отсутствует. Вот здесь вот 2. Пошли дальше. Вот тут 3. Болт, соединяющий двигатель с коробкой. Вот тут. Вот тут 4. Вот тут 5. И вот там еще сверху
А болтик трубку держит. Это сольную. Вот эту трубочку. Она болтается. А там внизу есть крепление. Она к блоку прикручивается. В общем, 6 болтов. Это то, что я как бы обнаружил. Так что быстро не значит качественно. Так что если вы собрали автомобиль, а у вас остались лишние болты, это лишний повод задуматься, все ли вы делаете правильно. Several days later. Так, сегодня уже 3-й день. Пришел новый бачок по Nissan. Почему? Объясню. Потому что к вот этому бачку, который здесь стоял, пришла пробка, которая меньшего диаметра. А эта пробка от Вануса, смотрите, тут написано, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, 120 килопаскалей, а здесь 110 килопаскалей. То есть в родной системе 110. Если там, допустим, та не работает, а если я поставлю оригинальный, который будет работать, то будет давление избыточное. Так, мы сейчас подключили воздух, я хочу проверить даже новый. Еще не шипит, кстати. А уже как бы 0,96. Сейчас дойдем до 110. О, на 1,2 зашипело. Но это в пределах погрешности, я не уверен, что у меня как бы это правильно, но плюс-минус. То есть я не смогу создать давление, чем больше, чем 1,2 бара. Шипение четко слышно. В принципе, пробка рабочая. Ни вопросов нет. Стравливаем, доливаем до уровня, развоздушиваем. Кстати, тут есть для развоздушивания вот тут пробочка на патрубке верхнем. Ну что, закончил я этот автомобиль. Там еще по нем были приключения. Был перегрет мотор, лопнула там головка, трещина на ней была, прокладку пробила. В общем, мы это все дело устранили, но это было потом, и это в следующих видео. Так что подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока!